Всем привет! Меня зовут Александр. Я работаю айтишником в Швеции в городе Стокгольм, куда я переехал в конце октября 2021 года. На этом канале я планирую собирать полезный контент для тех, кто планирует переехать в Швецию, особенно в Стокгольм, на постоянное место жительства, которого мне так не хватало при принятии своего решения о переезде в эту страну. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и поехали к теме сегодняшнего видео. Сегодня мы поговорим про поиск жилья в Швеции, и я покажу то жилье, которое я смог найти через Bostadsblocket.se. Это самый популярный сайт по аренде недвижимости в Швеции. В сегодняшнем видео я не буду приводить никаких цифр, я не буду рассказывать о стоимости, о муках поиска. Это сделаю я в следующем видео, которое я обязательно выложу. В этом видео я поделюсь тем, какую квартиру я смог найти для себя и своей семьи в Стокгольмском регионе. Покажу, как она выглядит, что у нас в окрестностях, как мы живем, как мы будем жить, я надеюсь. Поэтому поехали, будет интересно. Ну и начнем с региона, где мы поселились. Это Остберга, к югу от Стокгольма. Примерно 30 минут с пересадкой или без пересадки, в зависимости от маршрута, до центра. У нас вокруг достаточно много школ. Мы еще не определились, какую мы пойдем. И у нас есть много садиков. Вот самый близкий к дому — это, наверное, самый выгодный вариант для нас. Ну и в завершении темы инфраструктуры, которая нас окружает, хотел поговорить про продовольственные магазины. Прямо в доме у нас есть магазин Куб. Это формат магазин у дома, там подороже, но тоже много чего есть. И 10 минут Lidl Plus — это такой мини-Ашан, очень удобный и цены достаточно доступные. Ну и живем мы вот в таком 4-этажном доме. Он много-много подъездный, как будто одну из наших российских высоток взяли и уронили просто на бок. Вот, такой формат мне нравится больше, по крайней мере, небо всегда видно лучше, чем в наших человейниках. Подъезд очень ухоженный, опрятный. Слева мы видим комнату для велосипедов, колясок и прочих. При входе в подъезд мы видим список, кто проживает, какие-то объявления, все на шведском, лопату, если вы хотите что-то убрать, почистить, и такая красивая винтовая лестница. Вот эти вот люки — это мусоропровод. На каждом этаже есть свое собственное окошечко. У каждого на двери квартиры табличка с именем, кто там проживает, и вот это окошечко с табличкой, оно поднимается, и почтальон туда бросает почту. То есть это типичная ситуация, когда вы приходите домой, скажем, с работы или с прогулки, открываете дверь, а у вас в ногах лежит почта или банковская карта, которую вам прислал банк. Это обычное дело. Ну и все потихонечку украшают рождественскими веночками свои квартиры. Ну и вот так выглядит квартира, когда мы в нее заходим, и начнем ее обзор уже поподробнее. Ну что, давайте смотреть квартиру. Значит, при входе мы попадаем в прихожую. Вот входная дверь. Рядом есть небольшая электрическая батарея, на которой можно посушить какие-то вещи. Вот здесь вот есть специальный кармашек, чтобы сюда можно было что-то повесить. Регулируется она при помощи контроллера. Можно включить-выключить, поставить все на поддержание температуры. У нее есть режимы ночной, дневной и так далее. В общем, полная интересная штука. Я такого никогда не видел, только вот в Швеции первый раз. Вот, будем пользоваться. Значит, также на входе есть полочка для обуви, небольшой шкафчик с зеркалом, такая сидушечка с какой-то синтетической шкурой, и там внизу тоже ящик, то есть вот эта вот штучка, она поднимается. Там можно хранить, например, обувь, ну, для картинки и электрика, которую они делают в Швеции по наружу, как правило, по наружной стене, ничто не прячут, тоже касается и всех коммуникаций, типа трубы и так далее. Ну, собственно, покажу дальше. Здесь лежат роутеры, интернет включен в стоимость квартиры. Здесь у нас ванная, ну, обычная ванная, туалет, ванна, что тут скажешь, полотенчик электрический, включается вот здесь, регулируется.
Здесь сделан выход под стиральную машину, но учитывая, что прачечная находится в соседнем подъезде, даже в двух соседних подъездах, одна побольше, другая поменьше, где можно через электронное табло записаться и постираться, поэтому владелец квартиры хоть и сделал выход под стиральную машину, но сам ни разу не пользовался. Здесь еще есть 4 крючка для полотенец, то есть я думаю, что на семью будет достаточно. С ванной, наверное, все. Ну, еще единственное, можно обратить внимание, что как сделаны в Швеции сливы, то есть идет слив отдельно из ванны, но также у них есть слив, который идет вообще с общей части ванны для того, чтобы вся вода лишняя, она просто уходила туда. Не так, как у нас бывает, дети поплещутся, воды нальют, и нужно потом тряпками отжимать все и убирать. Нет, здесь просто там туда все смел, и все ушло. Очень удобно, очень практично. Идем дальше. На входе мы попадаем в зал, но справа есть у нас еще дверь в кладовку. Давайте туда зайдем. Кладовочка. Здесь стоит большой шкаф почти до потолка. По-моему, в нем у меня еще ничего нет. Да. Вот. Здесь секции хранения. Можно положить все, что душе угодно. Вот. Здесь у меня лежат чемоданы, куртка, которую я не использую, и какие-то коробки. Здесь в перспективе можно хранить достаточно много вещей, пылесосы, тряпки и прочие вещи. Дальше идет зал. Зал, соответственно, достаточно просторный. Здесь есть выход на балкон, 2 дивана, стол очень интересный, который крутится в разные стороны. Внутри у него есть ящики, то есть, например, настольные игры какие-нибудь хранить или еще что-то. Также здесь есть вот такой вот телевизор с приставкой телевизионной, где там сколько-то там каналов шведских есть. Вот такой каламбурчик, который я уже показывал в своем инстаграме. Кто еще не подписывался, подписывайтесь. Кто-то говорит, что это больше похоже на флаг Франции, нежели России. Ну ладно. Также есть балкон. Сейчас я выходить туда не буду. На балконе, как правило, это для летнего времяпрепровождения. Естественно, стоит 2 креслица. Еще вот такая вот штука для того, чтобы, если больше 2 человек решило присоединиться, они могли куда-то присесть. Такие подсвечники, утопленные в землю с камушками. Окна из себя представляют такие подвижные секции, то есть это не как у нас пластик, это такие щелями окна, не знаю, как их назвать. Вот, но секции двигаются, можно открывать, закрывать. Вот. Ну и мы находимся, собственно, в таком же доме 4-этажном, на самом последнем этаже, на 4-м. Еще в зале есть вот такие вот жалюзи, которые двигаются при помощи вот этих палок. Это от солнца, особенно летом, хозяин говорит о том, что вот солнце восходит вот там, и, соответственно, здесь очень ярко, и если ты, например, пытаешься посмотреть телевизор или поработать вот здесь, посидеть с монитором, с ноутбуком, это невозможно делать. Так, ну, естественно, в Швеции не Швеция без всяких подсветочек, вот таких вот уютных. Здесь находится кровать гостевая. Если, например, приезжают родственники, друзья, еще кто-то, то, пожалуйста, можно поспать даже вдвоем. Кровать где-то размером, наверное, 1,40 м, может быть, даже 1,60 м в ширину и 2 метра в длину. То есть, в принципе, человек любого роста поместится. Так, ну, с этим закончили, идем на кухню. Значит, проход в спальне осуществляется через кухню. Налево детская спальня, направо взрослая спальня. Смотрим кухню. Ну, в любой шведской кухне огромное количество мест для хранения. С этой стороны это посудомойка. Здесь ящик со всякими хозяйственными принадлежностями и мусорное ведро. Все, что идет в бытовые отходы, то, что не сортируется. Здесь, соответственно, какая-то хозяйственная часть и картошечку я храню. Хозяин квартиры перед тем, как меня впустить, обновил все вот эти принадлежности, съездил, купил новые.
купил мне вот такую замечательную доску, которую можно ставить на плиту. Плита индукционная, соответственно, посуда вся, которая здесь есть, она тоже индукционная. Можно ставить вот эту доску на плиту, и, например, ты варишь что-то или готовишь, сюда ставишь доску наполовину вот так, здесь что-то режешь, сюда кладешь, очень удобно. Посуду всю предоставил также арендодатель, всякие чашки, кружки, ложки, все, что вот в ящиках здесь есть, это все предоставил мне хозяин квартиры. Есть отдельный ящик для специй. У него здесь было заполнено все, когда я смотрел квартиру. Но он все, естественно, повыкидывал, говорит, там много чего было просроченного. Поэтому будем наполнять сами. Упаковки, ножи, еще какие-то штуки. В общем, на самом деле много всего. Есть даже штука, измеряющая температуру прожаренности мяса, если ты готовишь стейк или что-то. Набор кастрюль, такие вещи. Так, здесь полочка тоже с хозяйственными принадлежностями, штуки для заморозки, холодильник, морозилка. Ну, в общем, наверное, вот как-то так. Есть еще хлебница, микроволновка, кофемашина, которая через пакеты делает много кофе. Вот такую штуковину буду пользоваться, когда семья присоединится, потому что одному нет смысла, проще заварить в кружке. Он купил нам новый чайник, новый тостер, просто чтобы нам не было как бы некомфортно использовать те, которые здесь были. Он говорит, уж лучше так. Стол достаточно длинный, на 6 человек. Тут всякие рюшечки, подсвечники, вот такой вот вид из окна на наш двор. Во дворе есть много чего интересного. Например, там вот есть коробка, буквально вот здесь. Там залили каток сейчас. Рядом с коробкой стоит такая искусственная елочка, которая представляет себя просто гирлянда. То есть там нет самой елки, там просто гирлянда. Я не знаю, будут ли они ставить елку в этом году. Но посмотрим. Потом, может быть, подсниму. Значит, слева вот здесь всякие ящички для хранения. Здесь в основном все пусто. Единственное, есть старые какие-то свечки, подсвечники, какие-то такие штуки. Тоже можно чем-то наполнить. Хозяин любезно оставил нам книжки по кулинарии на шведском языке. Сам он исландец, поэтому, наверное, ему не особо они нужны были, но он говорит, для интерьера и, может быть, если для изучения языка, может и пригодится. В общем, вот такая кухня. Здесь тоже ящики. Он оставил нам контейнеры, он оставил нам боулы, оставил нам еще вот эту вот штуку для фондю. Я не знаю, будем ли мы когда-то делать фондю. И такие вот штуки для запекания. Идем в детскую. В детской что у нас? В детской стол, стул, кровать и шкаф. Шкафы икеевские с подсветочкой. Вот такие шкафы. Здесь можно положить и повесить вещи. Здесь он для сына сделал такую приколюху с пультиком. Включаешь, и можно выбирать разные цвета. Зеленый, голубой, белый. Можно делать их мерцающими, переливающимися. В общем, вечером на самом деле достаточно прикольно. Сам балуюсь, самому нравится. Так, ну корзина для грязного белья, чтобы потом постирать. Вид, соответственно, на тот же двор. Кстати, вот это вот садик, куда, надеюсь, нам удастся попасть. Ну, стол обычный. Так как у него было два мальчика, у хозяина квартиры, которые играли постоянно в онлайн-игры, он им протянул Ethernet кабеля для каждого рабочего места. Нам это делать не придется. Очень здорово. Значит, ну тут такая яркая стена. Он очень переживал, что нам она не понравится, потому что не всем нравятся такие вот лепястые штуки. Особенно те, кто достаточно давно живет в Скандинавии. Непривычно это все видеть, но нам, ну окей с этим.
Так, здесь, значит, вход в мастер-бедрум, во взрослую спальню. Здесь вот такой вот большой стол у меня, где я работаю. Он отдал мне какой-то свой дорогой стул, тяжеленный, на котором я теперь тоже из дома работаю. Ну, стол поднимается, опускается, соответственно, можно работать стоя, сидя. Также хозяин квартиры оставил пока мне 2 iMac'а, которые мне нужно посмотреть, что с ними не так. Если цена их ремонта будет как бы невысокой у того агентства, которое он мне оставил, то один из iMac'ов останется потом нам. Батареи вот по этой стороне квартиры, они идут от центрального отопления, идут вот на эту спальню, на кухню и на ту спальню. В зале там электронная батарея, такая же, как в прихожей, с регулировкой индивидуальной. Также здесь 2 шкафа, точнее 1 шкаф с вот такими вот полочками и с подсветкой для вот этой вот секции. Такой же шкаф, в принципе, как и в детской. Также хозяин квартиры любезно нам для дочки предоставил вот такую кровать. Он ее там застелил, все постирал, и я сюда пока сложил какие-то дополнительные одеяла, подушки, которые пока мне не нужны. Ну и вот такие здесь есть еще 2 шкафчика, в которые можно положить какие-то вещи. Пока не знаю, останутся они здесь или нет, потому что мы здесь еще будем размещать свою большую кровать. Но пока пускай постоят, может быть, потом уберем. В общем, наверное, это все. Единственное, наверное, еще вот не показал батарею электрическую. Сейчас я покажу ее в гостиной. Вот она, длиннющая батарея, тоже которая регулируется контроллером, и ставишь температуру, которая тебе нужна, и у тебя всегда горячая батарея вне зависимости от сезона. Очень удобно, учитывая, что мы платим единоразовую сумму за месяц, все расходы, включая электричество, воду, интернет и прочее, платит наш лендлорд, поэтому мы, собственно, не переживаем по поводу тарифов и прочих вещей и ждем, сколько влезет. В общем, вот так и живем. Буквально 2 минуты ходьбы от дома. Вот находятся такие контейнеры, куда мы сортируем мусор. Различные виды жести, бумаги, пластика, прочих вещей. И вон там можно одежду тоже сдавать, обувь, прочие штуки.